Привет, Сергиев Посад! Как же здесь хорошо! Сейчас сижу и думаю, неужели это моя страна? Неужели эта красота рядом со мной? Каждое новое место – это новая история. Россия – это моя страна. Вчера наши друзья позвонили нам и предложили поехать в Сергиев Посад. Все было абсолютно спонтанно. Сегодня утром мы проснулись, собрались и выехали. Сейчас мы в дороге, уже практически подъезжаем к Сергиевому Посаду. Ехать недалеко, от Москвы можно доехать и на поезде, и на машине. Но, конечно, на машине гораздо удобнее, поэтому мы едем туда на машине. Наши друзья уже в Сергиевом Посаде. И, кстати, есть еще один интересный момент. Моя сестра сейчас тоже в Сергиевом Посаде. Она не знает, что я еду туда. И я хочу сделать ей сюрприз и посмотреть на ее реакцию. Поэтому сегодня я посмотрю город и я сделаю сюрприз моей сестре. Я обожаю делать сюрпризы, особенно такие. Кстати говоря, я уже была в Сергиевом Посаде один раз, но это было зимой. И, конечно, я думаю, город сейчас будет выглядеть по-другому и будет гораздо гостеприимнее, потому что зимой было холодно, мы торопились, а летом хорошая погода, отличное настроение, все в зелени, все цветет. И, конечно, я думаю, что я увижу город немножко по-другому. Вообще, это очень красивый город. Здесь, так же, как и в Суздале, очень много церквей. И здесь же находится Троица Сергиева Лавра. Поэтому едем смотреть этот город еще раз. Ну вот, мы уже в городе Сергиев Посад, и мы хотим начать нашу прогулку по городу с посещения Троицы Сергиевой Лавры. Это самая главная, самая известная достопримечательность города Сергиев Посад. Кстати, сегодня праздник, и я думаю, что сегодня там будет очень много людей. Давайте посмотрим. Троица Сергиева Лавра является крупнейшим мужским монастырем. Основал лавру преподобный Сергий Радонежский. Раньше в лавру очень часто приходили русские князья перед серьезными сражениями. Кстати, раньше на лавру часто совершались набеги, поэтому монахи сделали подземные ходы, по которым можно было перенести особенно ценные вещи. Кстати, Сергиев Посад отличается от других городов Золотого кольца России. Сам город не вырос на месте деревни, и он даже не вышел из стен крепости. Сначала это было несколько деревянных келий, где жили монахи, и эти кельи стали прародителями Троицы Сергиевой Лавры, а позже и самого города Сергиев Посад. Еще одно очень интересное место, которое обязательно нужно посетить, если вы едете в Сергиев Посад, это Черниговский скит. Я, кстати, тоже не знала об этом месте, и нам абсолютно случайно рассказали о нем, и мы сразу решили поехать туда. Он находится недалеко от Троицы Сергиевой Лавры, буквально 10 минут на машине. Это старинный пещерный монастырь. Он окружен прудами. Очень красивое место. Поехали посмотрим.
Боже, какая же это красота! Мы еще только подъехали, а я уже восхищаюсь тем, что я вижу. Но, ребят, это правда непередаваемое впечатление. Я думаю, что даже камера не передает все то, что я вижу сейчас глазами. И вот это и есть Гефсимановский Черниговский скит. Это место находится в 3 километрах от Троице-Сергиевой лавры и является подворьем лавры. Когда я была в Сергиевом Посаде первый раз, я не посетила это место, но в этот раз, когда мы гуляли по лавре, мы встретили человека, который и рассказал нам об этом месте. Вот сейчас вы видите главный храм. Раньше его не было. На его месте была маленькая деревянная церквушка, а под этой церковью находились подземные кельи. В этих кельях живут монахи. И интересно, что монахи сами выкапывали себе кельи и ставили там каменные лавки для сна. Со временем здесь образовалась целая система подземных келий, то есть монахи живут под этим храмом. Ну что, мы только что вышли из Черниговского скита, и наш друг сказал нам, что здесь, недалеко от Сергиева Посада, есть еще одно очень красивое место. Оно называется Гремячий ключ, и это святые источники преподобного Сергия Радонежского. Там же находятся купальни, это места, где можно купаться. Мы решили ехать туда и посмотреть это место. А вот и мои друзья, мы едем вместе в Гремячий ключ, осталось уже буквально несколько километров. Ну вот мы уже на месте, прямо перед нами вы видите Гремячий ключ. Гремячий ключ, так же как и Черниговский скит, это подворье Троицы-Сергиевой лавры. Правда, монахи здесь пока не живут. Это место называется Гремячий ключ, потому что вода падает с высоты 10 метров. Представляете, как это высоко? И она очень сильно шумит. И за это место получило свое название. Греметь – это значит шуметь. Очень шумное место, Гремячий ключ. Кстати, место находится всего в 27 километрах от Сергиева Посада. Здесь находится целый комплекс религиозных построек, а легенда о появлении связана с именем Сергия Радонежского. Существует поверье, что Сергий Радонежский и его ученик покинули обитель и пошли к реке Киржач. Они очень долго шли, они устали и решили отдохнуть. Они очень хотели пить, но воды нигде не было. Тогда Сергий Радонежский обратился к Богу с просьбой помочь им. И тут же, в ту же минуту из горы забил ключ. Сейчас эти воды набирают, пьют, и эти воды помогают верующим. Вот как раз сейчас вы видите место, где люди набирают воду. Здесь сегодня очень много людей, потому что сегодня праздник. А вот место, где люди купаются. Это место называют купель. Говорят, что очень полезно искупаться в купели. Чем больше я путешествую по таким старым городам, тем больше я понимаю, насколько богата история, культура и традиции России, насколько прекрасна ее архитектура. Каждый город, каждое место – это отдельная история. Первым городом, который я посетила и который заразил меня своей атмосферой, своим ритмом, был Суздаль. Сейчас в моих планах объездить как можно больше городов России и увидеть их своими глазами.